вами Crazy Hamster, и мы продолжаем проходить только что начатую нами игру под названием Grey Meta. В прошлой части мы только познакомились с основными персонажами, с домом, с атмосферой, и, судя по всему, наша дорогая Саманта решила в этом доме остаться. Она здесь осмотрелась, ей все понравилось, но, собственно, кто бы на ее месте поступил иначе. Представляете, и крыша над головой, и деньги, и покормят вкусно. Да и задание, как нас успокоила миссис Далтон, задание доктора Стайлса будут вроде как не самые сложные. Естественно, она, тем более девушка не из робкого десятка, решила рискнуть. Мы получили первое задание от доктора, нам нужно собрать для него студентов, добровольцев. И мы теперь знаем, где находится автобусная остановка, миссис Далтон нам сказала, собственно, где она находится. Так что, судя по всему, мы, наверное, должны отправиться в Оксфорд, искать студентов. Ну, я не знаю, пешочком мы, не пешочком пойдем. На автобус. Styles wanted me to leave my cell phone number. I should talk to Mrs. Dalton about that before I go. Ага. Ну, пойдемте поговорим. Раз мы должны оставить номер телефона. Интересно, мы здесь не можем записать? Да нет, вроде как. Пойдемте с миссис Далтон поговорим. Ой, она уже не моет посуду. I have a problem. Dr. Styles asked me to leave my cell phone number with you, but I don't have one. Oh, take mine. My sister's the only one who ever calls me on it, and she's on holiday. Are you sure? Thank you. I had one, but there was this incident with a ground squirrel. Ugly. They could be nasty blighters, can't they? Бурундук. Ой, блин, она жжет. Так, у нас теперь есть сотовую, посмотрите-ка. Да мы просто тут обживаемся. Ну мы можем позвонить, но звонить нам некому. А как нам оставить номер, что интересно? Но с ней мы уже поговорить не можем. Здесь мы вроде все смотрели. Вот. Смотрите, может, теперь с телефоном мы можем. I'd rather use my cell phone. Less traceable that way. According to his note, Styles wants me to go find him some volunteers or pack my bags. I don't think meeting him will change his mind. Да, то есть... Так а как мы номер-то оставим? Или что? Или мы можем, типа, уже идти? Теперь, типа, она сама оставила, нет? Да, видимо, смотрите-ка, мы вроде как получили, наверное, телефон, и значит, у Стайлса будет наш номер. Обучение. Теперь вы можете поехать в Оксфорд. Эта карта дает возможность отправиться в уже известные места и содержит кое-какие подсказки. Это уже хорошо. Карту можно вызвать, нажав клавишу М или щелкнув по маленькому компасу слева от инвентаря. Вот изначально меня как-то немножко обучение смущало, если честно. А сейчас смотрю, думаю, в принципе, очень даже и неплохо, что оно есть. Потому что в многих играх очень легко запутаться, что делать. А здесь, собственно, все сразу рассказали, показали. По-моему, это даже удобно. Так, продолжить. Новые места обозначаются белым контуром. Цвет названия места имеет значение. О, интересно. Золотой означает, что здесь есть задача, необходимая для завершения главы. Однако закончить их сразу получится не всегда. Серебряный указывает на место, где еще есть бонусные задания, но все обязательные выполнены. Серый же означает, что здесь же вы выполнили задания для текущей главы. Ну у нас есть еще бонусные же там какие-то задания. Я думаю, что нужно, конечно, по-хорошему все выполнять. Но главное это золотой. Ага, вот золотой. Нет, это серебряный, да? Нет, ну, наверное, золотой. Так, ну, собственно, в Дредхилле мы не все выполнили. В любом случае, наверное, пока мы не можем там ничего выполнить, давайте отправимся в центр Оксфорда.
This is Oxford. Not bad. I need to line up those students for the experiment. But while I'm here, I really want to snoop around. See if I can find any reference to the Daedalus Club here in Oxford. Ох, как красиво. Настоящая Англия. Мне очень нравится эта игра все-таки. Очень. Нарисована потрясающе. Так, давайте нажмем на нашу волшебную кнопочку пробел и посмотрим, что мы можем, собственно, сделать. Гербы. Each college has its own coat of arms. Classy. Да, красиво. Наверное, нам пока здесь ничего не нужно, но я думаю, что нужно запомнить, что здесь есть эти обозначения. Так, ладно. Телефонная будка. А это что-то? Башня, табличка на башне. Interesting. This crossroads once consisted of dusty roads in this tower. Now the tower is kind of lost in the middle of this city. Тут ничего не было, кроме башни вот этой. Ну все. This crossroads. Смотрите-ка, отменяется, кстати. Я думал, не отменяется, видите? Сейчас текст отменился, так что... Ничего страшного, если мы лишний раз нажмем. Хорошо. Наверное, пока ничего с этим сделать не можем. Я не знаю, это и в башню мы можем идти, и в Квин-стрит, или это разные? Это одно и то же, или это разные? Это все в Квин-стрит, это или это в башню? Ладно, теперь мы здесь все осмотрим, будка. Тем более у тебя есть сотовый. Тебе его любезно предоставили. It's a steam vent. Угу. Так, ну если это в башню, давайте попробуем сходить в башню. Нет, это не в башню. Упс. Это вообще выйти отсюда. Ну ладно. Даже загрузку приятно ожидать, когда такая красивая музыка играет. Квин-стрит или Корн-маркет-стрит? Маркет. Маркет это магазин, магазин это еда. Идемте в магазин. Интересно, куда нам надо? Ждать, конечно, немножко долго каждый раз получается. Возможно, я потом буду немножко это сокращать время ожидания. Ага, смотрите, магия. Как раз нас же магия интересует. Все равно, кстати, вон Квин-стрит, то есть мы все равно сюда сможем потом выйти. Черная магия, конечно, это сразу интересно становится. И прям так сразу, да? На магазин наткнулся на такой. Но, видимо, можем туда только войти. Смотреть с нечем. Насколько я помню, погибнуть персонаж здесь не может, поэтому я не буду сохраняться постоянно. Нету смысла. Полка с товарами. И что мы можем сделать? Наверное, пока ничего. The contents of this file will switch from liquid to solid state when salt is added. The bread and butter. Блин, ну все это слушать надо, наверное, или нет? The contents of this file will switch from liquid to solid state when salt is added. This discrete device will play the associated sound when pressing the button on its remote controller. Нам это все, конечно, видимо, пригодится. This discrete device will play
Useful adhesive to fix wigs, beards, and other costume prosthetics. О, мы будем парик себе приклеивать, интересно. The money put into the coin slot disappears in a hidden compartment. Don't forget to give the money back afterwards. Makes your eye color change without any kind of glass. A little switch on the back of the box allows you to control whether the devil pops out or not. Телефонный жучок. Your genuine private life violator. Эдвард Сноуден просто сейчас. Хотел сказать рыдал, но это тот человек, который будет рыдать. Части. Магнит, обычный магнит. Classic magnet. Понятно. Гудини. Вначале в Гудини посмотрим, потом автомат. Наш кролик. He doesn't look like Harry Houdini. А подписано, что Гудини. На кролика он тоже не похож. На нашего. You must be 21. It's the Daedalus Club logo. Класс. Is that really wise, I wonder? Hi. This is a Daedalus Club puzzle box, isn't it? Is it? My. What a mystery. Can I be of assistance, young lady? I hope so. Прям сразу Мефистофель. Кому встретили? That is a Daedalus Club puzzle box, isn't it? I recognize the club logo. Do you? And what would an American like you know about the Daedalus Club? I've been in Europe for almost 2 years now. I know a lot of street magicians on the continent. Ah, I thought you had the look. Watch carefully. Where's the ball? Where's the ball? Very nice, my dear. My name is Mefistopheles. And who are you? Samantha Everett. Sam. But my stage name is Lady Byron. Nope, never heard of you. Well, I haven't been in England long. Интересно. Сейчас просто это... Померились своими фокусными возможностями. Классно. So about the Daedalus Club. I know they have a dinner club in London. Are they here in Oxford too? Do they run this shop? As in the Roman times, we are merely a lowly outpost, and not the thing itself. I heard they run public games, riddles, and scavenger hunts. That kind of thing. Is that what the box is? A public game? They might put those in any friendly establishment. They might. You're curious to know what I know about the Daedalus Club. Oh, very. Will you indulge an old man? I worked with the great Scarpelli in Rome last summer. He told me a lot. The great Scarpelli? Red-haired, garlic-breathed old conman who favors chickens in his act. That's him. He's very talented, you know. Oh, I know. He said it's the most secret club for magicians and illusionists on Earth. All the great masters belong to it. Do they? And what other morsels did he divulge? To become a member, you have to pull off a grand game, like a major public illusion or legendary con. He's worked on one for several years, but hasn't perfected it yet. Ah, a common fate, I'm afraid. But one must always start somewhere, Miss Everett. And a good place might be that box. Yes, I believe you're right. Thank you. Нам нужно с стоячка начать. Давайте попробуем. Ух ты. Понятно. 21. И что это значит? Так, Адам, это что получается? 10, 12. Мария, это 1.
21. That did it. Отлично. That's the Daedalus Club logo. И что нам дали? Нечестно, а что ничего You не must дали? be 21. Мы же все сделали. А, вот. This What? is a Daedalus Club riddle. My first one. Цена предательства. 5 золотых сердца ученого. Где? Выси и выше королевы. Найди комнату с видом квадрифуркус. Затем огонь, вода, земля, ветер. 5-я в конце. Где души выбирают свою участь. Все вместе они указывают на место. Введи имя. Тот, кто продал душу за 30. Ха, и что это значит? Это разные задачи или это все одна? Интересно. Мне еще интересно на английском посмотреть. Потому что иногда перевод такой оказывается, что в конечном итоге ты понимаешь, что фиг ты вообще еще пройдешь, потому что просто корявый перевод. Где? Высь, выше и выше королевы. А это не эта самая башня. Ну, это было бы логично, потому что башня, ничего кроме нее не было. This is a Daedalus Club riddle. My first one. Ладно, выходим. Мефистофель, что ты нам скажешь? The riddle says something about the scholar's heart. Is that a particular part of Oxford? I'm not familiar with the city. I would take that to mean the heart of the university, which is where you are right now. But I wouldn't depend on my help if I were you. I'm a miser with it, for one thing. And if you got aid, how would you know if you were worthy of the game? And the game of you? I didn't. Right. Never mind. What happens if I win the game? What happens? Only one way to find out. Понятно. Так, можем ли мы еще что-то здесь сделать? Мне кажется, что это как-то с башней связано. С товарами, автомат. Еще... вот эту посмотрим еще полку. Triggering the invisible wires coming with the device will trigger the flash powder and cast... Особая колода карт. the bread and butter. Это колода карт, конечно, не хлеб, смыслом. The sides of this cube can be swapped by pressing a button to match your prediction. Break and repair this magic wand in the blink of an eye. Липкие перчатки. While looking perfectly normal, these gloves will make any object stick to their surface. Any text written with this ink will disappear within a few minutes. Так, ну, собственно, не купить, видимо, мы здесь ничего пока не можем. Не поговорить насчет товаров с этим чувачком, да и денег у нас нету. Ладно, пойдемте тогда выйдем. Угу. Так, давайте, наверное, пойдем туда на Квин-стрит. Собственно, нам больше некуда идти. Ох, сколько тут всего! И парень с девушкой, возможно, мы сможем их уломать, стать нашими подопытными. Так, пока отключаем. Прогресс, давайте посмотрим. 60%. Дредхилл 100%. Держит Гудини 100%. Овечки ничего еще не сделали. И на предательство тоже еще не доделали. Закрываем. Кстати, на карте. Ладно. По порядку начинаем. Пап, ветреный пес. Закрыт, наверное. The pub is called the Windy Dog. Appetizing. Да, очень располагающий. Unfortunately, they're closed. Ну, естественно. Какой пап работает посередине дня? Ну, вывеску это, наверное, также будет. The pub is called... Да. Нет, ну с девушкой пока не охота говорить. Хотя... An Alice in Wonderland gift shop? Not really my thing. Стоят такие, как на расстрел. Так, парень, давай с тобой поговорим.
Hey, you're losing a paper. What? Take a look. If you're free tonight, it's just an easy few hours for 15 pounds. Every student needs money, right? This is like taking candy from a baby, my friend. Oh, this is great. Brilliant. What do you mean? Oh, this is a joke, right? Styles? Experiment? No, it's 15 pounds. What's so funny about that? Ah, you're serious. I guess it takes a freak to work for a freak. Good day. Оба. Great. It appears I'm working for Dracula. Nice. Ага, проблема. Сейчас девушка сбежит. Hello, miss. You won't want to miss this. Easy money for a few hours of rest and relaxation. I can sign you up right now. Dr. Styles, are you insane? Да, проще простого найти этих овечек. Блин. What is it? Chance of a lifetime. Or, at the very least, the most fun you've ever had in a straitjacket. Just a little neurobiology humor there. Not bloody likely. Look, you won't find anyone stupid enough to do an experiment with Styles, I guarantee it. Oh yeah? There's gotta be somebody stupid enough in Oxford. Or maybe not. Well, if it sounds too good to be true, it probably is. Sorry, Houdini. I tried. First-year student orientation party at St. Edmund's Quad. It's today. Freshmen. Ха, отлично. It's a steam vent. Ну вот отсюда пар идет. И слушайте, не такой большой этот, точнее, не такой уж маленький Оксфорд. Ну как он? Не такой большой, конечно. Но настолько все в курсе насчет доктора Стайлса. Это ж сколько шума здесь он понаделал. Охранник. Interesting outfit. Something tells me he's not just hanging out there for his health. Угу. Можем мы войти? Не пустит. Your ID, please. Driver's license? Student ID. Oh, that. I left it in my room. Sorry. Not so fast. Them's the rules and there's the street. Have a nice day. Thanks. Ага, классно. Внутри забыла. И как, собственно, за ним идти, если тебя туда не пускают? A lion and unicorn. The architecture in England almost makes up for its weather. Да уж. Что мы можем, собственно, сделать? Здесь, судя по всему, пока ничего. Так, все-таки башня, все-таки меня смутило. Высоко. Подняться на башню. О, смотрите, да, точно, подняться на башню. Высоко, значит, башня. Тем более нам особенно ходить-то здесь пока нигде не дают. Ой, как красиво. Классно. Pretty nice view up here. Вообще, правда. Действительно отлично. Панорама. Pretty nice view up here. Pretty nice view up here. Блин. И... Не может же здесь ничего не быть. Так, а может быть через будку надо было заглянуть, а? Нет, не нужна и будка.
I don't need to use the phone booth right now. Да, с яичками не получилось. Да и здесь не особо. Так, еще раз вывеску прочитаем. Queen and High Streets. The riddle says, high above high and reigning over Queen. Maybe the spot I'm looking for is around here. Угу. А про гербы? Главное, машин нету. Each college has its own code. Может быть, какой-то Квин? Each college. Нет? Each. Нет, я думала, может, как-то, не знаю, Квин, что там, Королевский колледж, может, нет. Так, ладно, давайте еще раз все-таки на башню. Не стоит такая за дверью. Pretty nice. Ну, должна же здесь какая-то быть подсказка нам, нет? За дверью? Ха! Отлично. Красный ящик. There's a little box attached to the wall. Yeah. The box has a Deedless Club logo. I need to do something with this box, but I don't know what. Да, вот мы тоже не знаем. Ножом поковыряться. A girl traveling on her own needs more than a few tricks. Нет. Очевидно, ничего мы не можем сделать. The Поджечь. Deedless Club London. I will get there. Так. Я немножко еще путаюсь. Looks like Поджечь? the bottom might come off. But how? Maybe it has something to do with those vents. Ага. Fire! It worked! Фу! Как это получилось? Обалдеть. Честно сказать, я бы скорее ножом ковырять начала. Но у нас были спички в руках. Бумага с It's a гербом. piece of gold. And the second paper looks like a coat of arms. Maybe it's a clue to the next location. Класс. Все, ничего больше нет. Ну, кстати, этот... Похоже, что это... Кто изображен? Ладно, неважно. Флаер встречи первокурсников. First year student orientation party at St. Edmund's Quad. It's today. Freshmen. Бумага с гербом. This represents one of the colleges. Which one? Понятно. У нас есть гербы. It's a piece of gold for the betrayer's price. According to the riddle, there are 4 more hidden somewhere around Oxford. Помогите Сэм собрать все кусочки мозаики и закончить головоломку клуба Дедал. Перемещайте в нужный фрагмент, удерживая левую кнопку мыши, щелк правой кнопки поможет... Кнопки мыши поворачивает фрагмент. Но у нас нету кусков. Так, вниз спускаемся. У нас, наверное, новое место на карте должно появиться. Гербы. Ну беги, Сэм. Какой там был?
С крылышками. Вот этот. А, кстати, Church, точно. А, воспользоваться надо. Понятно. That's it. Christchurch College. Each college has its... Появилось ли у нас новое место на карте? Ой, да, смотрите, Сент-Эдмунд и Крайстчерч. Отлично. Куда пойдем? Давайте, наверное, сначала сюда. Красиво так, как смотрите, ну, чем не Гарри Поттера? It's a naked guy with wings on his hat. I think it's a statue of Mercury, the Roman messenger. Что это? Что про воду говорю? I don't see anything in the water. Овечек. There's something here. Секретная загадка. It's definitely a Daedalus club box. It has their logo, but how do I open it? Очередная задачка. Слушайте, там был огонь, здесь противода. It's definitely, but how do I open it? That paper on the top. It must be related to the opening. У нас ничего нет, наверное. A girl traveling on her own. Блин, ну не ножом же. That won't work. Слушайте, вроде правда воду надо. Где нам здесь воду? There's no problem finding. Так, это не туда нажала. Смотрите. Вряд ли снова огонь. That won't. Ну, естественно. Слишком просто было. Немного воды, смотрите, это типа брызнуть с этого. Ну, кстати, с одной стороны логично, потому что ну вон она вода. А с другой стороны, как-то так необычно, что так вот у нас вода появилась в инвентаре. Классно. It worked. Да. Новый. That must be a clue to the next location. It has the Christchurch coat of arms in it, so it must be around here somewhere. That must be a clue to the next location. It's another piece of the ideogram. Так. I still need to find a few more of these pieces of gold. It looks like they'll fall. Да, ну понятно, что у нас не все еще есть. Ну, их, конечно, соединим, но их, наверное, снова потом придется соединять. Вот, телефонная будка как раз пригодится. Ой, интересно-то как, слушайте. Указатель. There's a cathedral and a dining hall inside, apparently. I don't need to go in there right now. It says there's a garden on the right, too. Идем в сад. Раз сюда и не нужно. Ах, так, клумба. Красиво. I guess I better look around more closely. Что-то было. Looks like normal. Вот тут что-то было, я прям видела. Курсор изменился. Ладно, потихонечку сейчас будем искать. По порядочку. Да внимательно не смотреть, а то можно и что-то и пропустить. Nothing. А может, все вот так вот меняется и кажется, что там что-то есть на самом деле. Вроде ничего, ладно, давайте попробуем дальше. Если уж нигде здесь не будет, то мы еще раз посмотрим. Возможно, просто на самом деле это на другой клумбе. Nothing unusual. Looks like
А что-то здесь есть. I don't see anything. I don't see. Ладно, может, мы потом что-то использовать должны будем. В любом случае, мы, считаю, вернемся. Снижать возле Крайст-Чарч. There's a big meadow out that way. I don't have time for a stroll at the moment. Ага. Здесь, наверное, так же, да? Значит, мы сюда не просто так пришли. There's a big meadow out that way. I don't have time for a stroll at the moment. Но обратите внимание, здесь как будто указатель, вот этот меч как будто указывает на вот эту клумбу. Давайте еще раз ее все-таки смотрим тогда. Определенно же здесь что-то есть. Или, блин, нету. Да нет, должно быть. Looks like. Может, мы что-то использовать должны? Ну, не спички же. С ножом. А, даже применять не хочется. Ой. Ой, что я делаю? С инвентарем как-то я немножко путаюсь. Ладно. А, слушайте, а что я торможу-то? У нас же есть подсказка. А, вот. Без подсказки бы не обошлись. Совсем недавно, откуда специально для... подсказка, да, то есть как будто только что прямо, не все время она вроде как здесь было, а только-только специально для нее зарыли. Так, в любом случае мы взяли подставку, и скорее всего это связано с баром. This has to be a clue to the next location. I guess it means I'm looking for a pub. But which one? Собака? Других-то не было. Ладно. Сюда, наверное, нам не нужно, да? No point going in there right now. Короче, сюда тоже, я думаю. Пойдемте. Сюда. А может быть, кстати, на карту сразу? Что напрягаться? Мы пойти сюда сейчас не сможем, потому что время еще не вечер. Мы вначале, наверное, должны выполнить задание со студентами. Вот это вот, кстати, подсветка активного зона — это очень полезная штука, потому что иногда застряешь вот из-за какой-то ерунды, и сразу играть желание отпадает. А здесь вот застряли на цветах, нажали кнопочку, раз, сразу, в принципе, нашли. То есть мы, в принципе, так знали, да, где искать, мы догадывались. Но были сомнения. А тут есть подсказка. Но при этом, если ты не знаешь, где искать, то и подсказка не поможет. Сможем ли теперь сюда прийти? Нет? Unfortunately. Но она ничего не говорит. I'm looking for a pub, and Windy Dog does go with the theme of the riddle. I've already done fire, water, and earth,
So wind would be next, but they're closed. I may have to finish this riddle tomorrow. Наверное, мы, кстати, выполнили свою задачу. Да, 100%, наверное, нет? Цена предательства 100%, да, мы выполнили свою задачу. Осталось разобраться с овечками для доктора. Ну, то есть мы отправляемся в Сент-Эдмунд-Холл. Oh, come on. What do you want, blood? I told you I'd delete your scene. And I'm supposed to trust you. Please, I'm whining now. I'm whimpering. You're killing me here. Maybe you'll think twice next time. I've nothing more to say to you. Кто-то перецапался. И тут мы, конечно, пришли, чтобы помочь. Вестибюль. Что там горящее? Горящие листья, Лиза. Телефон автомата. Короче, ладно. Давайте так, по порядочку. Вестибюль нас вряд ли пустят. If I have to pick a side, the boy looks like the easier mark. I should try him first. Хорошо. А, горящий листик, кстати. Давайте посмотрим сначала. It's a barrel of burning leaves. That's a smell second only to new car leather. And maybe chocolate. Hey, hi. Sorry to bother you, but I overheard your accent. You're an American? Yeah. Me too. I'm Sam from DC. I'm Harvey Kinderman, the Big Apple. You don't look American, you know. Maybe French. What? Oh, come on. There are a lot of people like me in New York. I guess. Those French are everywhere. I'm glad to see you still have your sense of humor. I noticed you were fighting with your girlfriend. Girlfriend? President of the Lynch Harvey Kinderman Club is more like it. You haven't been here long enough to get into trouble, have you? Are you kidding? I can get people to hate me in under 10 seconds flat. That girl, for instance, Lisa, she loathes me to the point of breaking into my room and deleting my latest film from my computer. And she took the only hard copy I had, a Kinderman masterpiece. Gone. And I've known her less than 2 weeks. I'm telling you, it's a gift. Слушайте, значит, наверное, всякие будут проблемы. И мы, наверное, у нас будет задача им помочь, мы им поможем, и придется согласиться участвовать в эксперименте. Скорее всего. Why would Lisa do something like that? No reason on God's earth. She's in the film, right? What'd you get her doing? Well, it was a commode soliloquy. Artistic truth, man. I mean, the film's about superficiality and how we're all really just flesh and blood underneath all the glamour. I'll buy that, but I wouldn't if I were Lisa. She didn't. She's pretty much being a major B on toast. Say, I bet you could use some extra cash. You know, for film or production costs or whatever. What's the catch? My prof has this little experiment going on tonight. It's, a neurobiology thing. Easy as pie, and it pays £15 for just a few hours of work. Boy, have you got the wrong guy. I won't even go to the dentist, and the last time I had blood drawn, they had to call in the National Guard. I don't want anything to do with needles, anything needle-like, or anything that involves putting anything small and shiny anywhere close to my skin. Even jewelry makes me nervous. What are you studying, Harv? Technically, I'm in the international law program. But not really? No, I am. It's just, you know how you can get splinters under your nail and it bleeds and stuff under there and it hurts so bad you just want to hit something? Law is kind of like that for me. And you're studying it. Why? My dad, he has this high hopes thing. Talk about guilt. But hey, it's fine. I'm in England and I wanted a chance to check out British filmmakers, so it works. Mostly. Geez, suck it up and tell him, Harv. It's your life. Yeah, thanks. I'll get right on that. Does Lisa have your movie with her? Yeah, it's in that Godzilla purse of hers. I would have kicked her shins and run with it, but then she'd have to hurt me. Is it on DVD? The Super 8, why? Do you have a spare Super 8 film cartridge with you? Yeah.
Again, why? Just weighing my options. You have options? Wow. Can I have some? I'm fresh out. All right. How badly do you want that movie back, Kinderman? You shouldn't call me by my last name. Listen, if you do this experiment for me tonight, I'll get your cartridge back. What is this, Torture Harvey Day? Do I get my choice of the guillotine or the rope? Is that it? Stop being a wuss. This thing tonight isn't gonna hurt or anything. Besides, I thought your film was Orwellian. Do you want to be talking about it at the age of 50 in the actor studio as your lost masterpiece? Sheesh, turn the screws. All right. But what are you planning to do? Trust me, she won't feel a thing. Give me the spare cartridge. This ought to be interesting. Отлично, мы будем пробовать применить фокусы. О, видели, значок, кстати, фокус появился. Отлично. Yeah, I can take her down. No problem. But first, I need to pick the right trick. Несколько моментов, которые должен запомнить иллюзионист. Но, видимо, нам придется теперь это прочитать. Во-первых, трюк должен соответствовать ситуации. Прочитайте всю книгу в его поисках, если понадобится. Сделав выбор, мысленно проиграйте весь трюк. Представьте движение, слова, проверьте каждый шаг. Если вы ошибетесь, придется начать снова с последнего правильного действия. Потом будьте внимательны, если не хотите испортить свою репутацию. Если вы выстроили правильную последовательность, вы готовы к исполнению трюка. Профессиональный фокус — это просто основа. Спрятать предмет на себе, скрыть предмет в руке, убрать предмет из руки в карман или в рукав, переместить предмет с руки в руку, взять предмет в руку, подсунуть предмет из руки, манипулировать предметом в руке, отвлечь зрителей. I don't think that really applies here. Ой. Тайна запертой комнаты. Фокус с уничтожением кольца. Разделяй и властвуй. Уничтоженная восстановленная газета. Исчезающие чернила, невидающая классика. Нехорошее письмо. Кстати, может быть, письмо? Отличный розыгрыш для близких, он легок в исполнении, эффект будет оглушительным. Суть в том, чтобы получить доступ к нераспечатанной почте друга или родственника. Нет, наверное. Ой, а что ж такое? Перелистывать чуть не хочет, застряла. Телефон экстрасенс, бездонная чашка. Ну, давай. Нет дыма без огня, мерзкая рана, зарастающая сама собой. Ваза фруктов. Наперстки. Че, все что ли? Ну, короче, можно потыкать, она сама разберется. Ну, тут вряд ли. О! Это интерфейс фокусника. Здесь Сэм мысленно готовится к исполнению трюка, проигрывая в уме каждый шаг. Сэм должна будет приспособить описание справочника фокусника к текущей ситуации. Чтобы свериться с книгой, щелкните по ее изображению в верхнем правом углу. Окно справа показывает Сэм и то, что ее окружает. Спланируйте фокус, расставьте предметы на соответствующие позиции, выберите основные движения. Перетащите объект на одну из свободных позиций с золотым заголовком, чтобы выполнить движение. В зависимости от ситуации действие может называться спрятать, убрать. Ну, короче, понятно. Также здесь показан предмет, необходимый для выполнения фокуса. Перетащите его ножки в нужную позицию. Кассета, короче, нужна. Блин, я помню, что было что-то такое с фокусами, по-моему, не очень это нравилось, было запарно. Давайте попробуем. Кассета Лизы, правый карман, правая рука. Книжка, что там написано? Зал не верит своим глазам, когда вы кладете подписанные добровольцем карты в колоду и сжигаете ее дотла. Когда вы волшебным образом достаете колоду, в которой лежат эти карты, затем волшебным образом достаете колоду, в которой лежат эти карты. Секрет — применить колоду перед сжиганием. Подменить. Нужны две одинаковые колоды. Одну спрячьте. Одну подписывает... Да блин, что же я читаю это так? Одну подписывает человек из зала,
Подменная. Спрячьте подменную колоду в левой руке. В левой рукаве. Так. А где подменная? Пустая кассета. Кассета Лизы. Левая рука. Левый рукав. Спрячь подменную. Конструкция последовательность, в нем показано, сколько этапов включает фокус и ведется список действий, которые вы уже запланировали. Вы можете удалить сразу несколько последовательных действий и щелкнуть по номеру первого из них. Также щелчком правой кнопки мыши вы можете отменить последние действия и последовательность. Ладно, разберемся. Спрячьте в рукаве. Дальше. Возьмите подписанную колоду в правую руку. Это типа мы взяли? Да. Переместите подписанную колоду из правой руки в левую, перевернув ее, как будто рассматриваете рубашку. Поместите ее поверх подменной колоды. Переместите подписанную колоду с правой руки в левую, перевернув... Блин, переместить в левую руку. Так? Или интересно, или в правой надо было? Отвлеките зал каким-нибудь замечанием или шуткой. Для движения позволит на несколько секунд увеличить аудиторию. Щелчок по значку добавит движение в последовательность. Отвлечь. Сейчас вот неправильно будет с этой. Из-за манипуляции. Возьмите подменную колоду, которая находится под подписанной в левую руку, переведите ее в правую. Уберите подписанную колоду в левый рукав. Теперь можно эффектно сжечь подменную колоду. А почему нет? Блин. Так, смотрите, спрятать в левый рукав, взять в правую руку, переложить в левую. Что-то потом отвлечь. Задействовать. Да нет. Что-то я не совсем понимаю, как потом вправо-то. Да блин. Так, взять... Вторая спрячьте подменную колоду в левом рукаве. Подменная в левый рукав. Возьмите подписанную колоду в правую руку. Взять правую руку. Скройте подменную колоду в левой руке. Ага. Спрячьте в левом рукаве. Скройте подменную колоду в левой руке. Вот так, наверное. Скрыть в... Так, возвращаемся. Сейчас, еще раз. Ой, сейчас разберемся, потом нормально, наверное, будет. Возьмите подписанную колоду в правую руку, переместите, скройте подменную колоду в левой руке. Так, наверное. Взять в правую, скрыть в левой. Возьмите в правую и скрыть в левой. Переместите подписанную колоду из правой руки в левую, перевернув ее, как будто рассматриваете рубашку. Так, теперь, короче, вот в эту, вот в эту. Наверное, поменять. Возьмите подменную... Отвлечь. 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 Возьмите подменную. Возьмите подменную колоду, которая находится под подписанной в левую.
правую. Короче, убираем вот это вот, задействовать левую руку. Отвлечь. Переместить. Убрать. Скорее всего, так. Hi. I saw you talking to Harvey Kinderman. I wanted to warn you about him. Seriously. You're a little late. You're joking. Did he film you? As a matter of fact, he did. You don't mean to say he filmed you too? Yeah. I was at a party a couple of nights ago, and I was feeling sick, so I went outside to, you know, be sick. I looked up, and that degenerate was filming me, puking, in the bushes. He's a worm. I'm glad I'm making him suffer. You are? How? I've got the film he took of me, and it's the only copy too. I made sure of that. Are you sure? Yes, I'm sure. I deleted it from his computer myself. Are you sure you got the right cartridge, though? I was in his room looking for mine, but there was so much crap everywhere. Most of the tapes weren't even labeled. I bet you didn't get the right one. I have the cartridge. This is the name of the film he said he was making. It's on the label. Can I see? Careful with that. You know what I'd do if I were you? See that barrel over there? What are you... Wait a minute! There! Now you'll be sure that no one will ever see it. What a nerve. Americans. Tell me you didn't just burn my film. Hey, this is it. What are you, like the amazing Kreskin or something? I never saw you make the switcheroo. Yeah, forget it. But don't forget about tonight. You promised. I'll be there, never fear. Hey, I got my film back. And the best part is, Lisa thinks it's destroyed. Отлично. Так, ну, мы с вами, считайте, справились с первым нашим фокусом. Осталось не так много. Ну как, немного. 28% мы только сделали. Что касается овечек для доктора Стайлса. В общем, продолжим, я думаю, что мы уже в следующей части. Так что, пока!